Кенас. Руна, занимающая 6-е место в системе рунных знаков. Также существует еще два распространенных названия этой руны. Это название Кено и Кано. Но все три эти названия несут один и тот же смысл этой руны. В сегодняшней информации о руне Кенас существует более важная несостыковка знаний разных авторов, и кроется она в самом символе этой руны. Суть заключается в том, что некоторые чертят этот символ на весь размер руны, а другие вмещают ее в центр и тем самым уменьшают. Как чертить руну правильно, вы поймете дальше из этого видео. Если мы сегодня начнем искать информацию о 6-й руне, чаще всего нам будет встречаться интерпретация, что это руна огня. И не того пламени, что сжигает, а того пламени, которое светит. В связи с этим есть интерпретация руны, что это факел, и как будто нижняя черта этой руны это рука, а верхняя это сам факел. Также есть интерпретация этой руны, что это руна знаний, руна информации, руна просвещения. Все эти интерпретации верны. Но вместе с тем, к этим всем высказываниям можно прикрепить еще 1000 аналогов, интерпретаций, которые тоже будут верными. И это говорит о том, что в самом понятии обозначения руны огонь, либо знание, не раскрывается сама суть этой руны. В древних скандинавских повестях, Ведах, есть упоминание о руне Кенас. В тех строках можно найти такое описание, что это руна язва. Мы в своей жизни привыкли относиться к язве как к чему-то плохому. Но это правда плохо, когда на коже что-то появляется, ни с того ни с сего мы его не ждали и приносит нам какие-то проблемы. Но если обратить внимание на слово язва как на процесс, который происходит во времени, то язва проявляется. Она появляется ни с того ни с сего на коже и дает о себе знать. То есть она становится явной. Если с тем самым вернуться к интерпретации огня, факела, то когда мы входим в темное помещение, в пещеру, например, с факелом, нам проявляется все то, что мы видим, благодаря пламени. Ровно так же, когда мы видим язву, когда она проявляется на коже. Если вернуться к интерпретации, что это руна знаний, то в процессе каких-то обучений кто-либо получает знания. То есть в результате начитки, изучения человек получает знания. Проявляется суть, истина. И исходя из этого, если свести все эти обозначения руны в единое целое, то руна Кенас, она проявляет. Ее сила способствует тому, что она создает тот процесс, который заставляет проявить. То есть вследствие каких-то действий подвести к определенному моменту и что-либо сделать явным, проявить. Если вернуться к нашему примеру, который я навожу с самого начала и связанный он с постройкой дома, то когда предыдущая руна Райдо, дала толчок на сам процесс создания дома, используя все то лучшее, что было преобразовано руной Ансус, Кенас создаст ситуацию в том виде, что толчок от руны Райдо проявится, и мы увидим дом. В начале этого видеоролика я говорил о том, что есть варианты начертания руны в центре и когда она маленькая. Если разместить руну Кенас на этой схеме в виде маленькой руны и разместить ее в центре, она затронет всего лишь 2 времени. Зная суть времени, вы прекрасно понимаете,
что руна Киназ никак не может быть маленькой. На этой схеме она будет отображаться вот так. Именно с этой точки, с центра времени того, что есть, точки, которой зародила руна Райдо, будет зарождаться руна Киназ. Руна Райдо дала толчок на создание, если мы говорим про дом. Толчок происходит именно из центра времени того, что есть. Именно из самой сути задуманного первой руной. Две диагональные черты, уходящие в верхнюю и нижнюю точки времени того, что должно быть, подводят суть задуманного первой руной к ее реализации в будущем. Обратите внимание, что шестая руна также создает нижнюю точку во времени то, что должно быть. О развитии точек я вам также рассказывал в предыдущих видео. Их суть также имеет смысл, особенно на первом этапе рунной системы. Если вы слушаете мой рассказ о рунах с самого его начала, вы можете обратить внимание на то, что в шестой руне я поменял последовательность видеороликов. Обычно я выкладываю по 2 ролика на одну руну, где в первой части я говорю о том, как вы привыкли слушать обычно о рунах, а во второй части больше говорю так, как я хочу передать вам информацию. В руне Киназ я поменял видеоролики местами, и вначале я рассказал вам так, как воспринимаю информацию я, а в этом ролике вы слышали так, как вы привыкли слышать обычно, когда ищете информацию о рунах. Если по какой-то причине в первой части о шестой руне, когда я показывал в схеме образования рун, вам что-то показалось сложным, вы запутались и показанное мною было вам непонятным, советую вам обратить на это внимание, не упускайте это из виду. Это говорит о том, что вы либо не слушали весь рассказ о рунах с самого его начала, либо слушали и упустили какие-то ключевые моменты. Дело в том, что дальше в процессе рассказа о рунах я все чаще и чаще буду использовать именно схему. Мы отойдем от тех интерпретаций, которые вы привыкли слышать сегодня, и будем более детально разбирать само образование рун и протекание процессов во времени. Сегодняшнюю подачу о рунах, которую можно найти в интернете, очень поверхностная. Тех знаний, которые мы получаем из этой информации, недостаточно для того, чтобы с уверенностью практиковать руны. Но это, к примеру, если мы с вами подойдем к клетке. Тем самым мы не будем видеть, кто сидит в этой клетке. Но на клетке будет табличка. На табличке будет нарисован лев. Снизу будет описание этого льва, что он был пойман в каком-то регионе Африки, что взрослым этот лев достигает веса от 80 до 90 килограмм, что в сутки он съедает столько-то мяса, про долготу жизни этого льва и много разных нюансов. И также будет снизу абзац, где будет написано о том, что местное население того региона Земли, где был пойман этот лев, имеет способность приучать этих львов. Прочитав эту табличку, мы можем с вами открыть клетку и зайти в нее. Получается так, что мы ознакомились со всем, что необходимо для того, чтобы приучить этого льва. Ровно так же и в рунах. Зная, как руна звучит, зная, как она чертится, зная ее свойства, не говорит о том, что этого достаточно для того, чтобы применять руны практически в своей жизни. И чем раньше вы это осознаете, тем качественнее вы будете воспринимать любую информацию по обучению рунам.